Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Финляндии. Граница Финляндии с Россией закрыта с 2023 года, и давно о ней не вспоминают. Забор частично построили, пограничников отправили кого на пенсию, кого на переквалификацию. Провели на днях опрос среди жителей. 78% респондентов закрытую границу одобряют. 12% не имеют своего мнения, либо им все равно. Лишь 10% за открытие восточной границы и возобновление экономического сотрудничества с Россией. Подавляющее большинство граждан поддерживает жесткую линию правительства. Но закрытая граница вызывает все больше вопросов у правозащитников. Парламент рассмотрел отчет омбудсмена по вопросам равноправия Райнера Хилтунена, в котором он требует открыть границу. Поговорим об этом. Кому интересно, пожалуйста, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. Доклад омбудсмена по вопросам равноправия Райнера Хилтунена стал катализатором острых дебатов в парламенте Финляндии. В докладе говорится, что государство обязано обеспечить реальный и эффективный доступ к процедуре предоставления убежища. Сейчас это можно сделать только в аэропортах и в морских портах. Омбудсмен считает, что этого недостаточно. На сухопутной границе нужно держать достаточное количество пунктов пересечения границы открытыми для соискателей убежища, принимать заявления и рассматривать их. Закон о пограничной охране необходимо реформировать и обеспечить реальный и эффективный доступ к процедуре убежища. На восточной границе должны быть открыты пункты пересечения, где также возможно подать заявление на убежище. Эксперты омбудсмена дважды выезжали на границу с проверками и сделали вывод, что выявить тех, кто находится в особо тяжелом, уязвимом положении, например, жертв торговли людьми или насилия, в текущих условиях почти невозможно. У таких людей часто нет внешних признаков уязвимости, поэтому омбудсмен настаивает: в любом сомнительном случае человека нужно считать уязвимым и принять его заявление. В отчете содержится критика законодательства. Говорится, что за последние годы положение иностранцев в Финляндии ухудшилось. Законы меняются фрагментарно, в спешке, и их общее влияние на права человека никто не оценивал. По мнению Хилтунена, человеческая цена таких изменений слишком высока. Еще один повод для беспокойства омбудсмена – это давление на органы с целью ускорить выдворение иностранцев. Омбудсмен предупреждает, спешка неизбежно приведет к нарушениям прав человека. Хилтунен призывает к немедленной и полной проверке того, как новые законы об иностранцах влияют на права человека, и требует привести законодательство в соответствие с международными нормами. Парламент рассмотрел этот отчет на пленарном заседании 2 дня назад, и это было занимательное зрелище. Самые яркие заявления сделали истинные финны. Первым выступил Тимо Кескисарье. Он не стеснялся в выражениях и сразу пошел с козырей. Arvoisa puhemies, yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomuksessa on 275 sivua höpöjuttuja. Niitä laatii höpöviranomainen 29 työntekijän toimistossa. Rasismin vastainen teollisuus jyskyttää. Energia tulee verovaroista ja raaka-aine on valhe. Tehtaat suoltavat liukuhihnalle rasistien ja fasistien ajatusrikoksia ja keinotekoisia kyselyitä. Tiettyjen maanäärien tulokkaista 63% kohtaa Suomessa rasismia ja syrjintää. Höpsis pöpsis. Impivaaran kansanluonne on ystävällinen. Rasismin vastainen teollisuus tuotteistaa aiheetonta kansallista itseinhoa. Mielikuvatehtaat saastuttavat ympäristöä ja vievät ulkomaillekin vihapuhetta Matti ja Maija Meikäläisestä. Kriminologisen vertailun vuoksi minä tein kahdenvertaisuusvaltuutetun tutkimuksen. Kahdenvertaisuuteni ei perustu julkisrahoitteiseen tuotekehittelyyn, vaan todellisuuteen. Hyvät antirasistit siellä äärivasemmalla, tässä teille korutonta kertomaa. Wehliye Mahad Ahmed, 2 raiskausta. Rami Sabah Ahmed, 16-vuotiaan tytön törkeä raiskaus. Ismail Rajazbadeh, murha.
Mahmoud ja Ybaua Bables, 14-vuotiaan tytön törkeä raiskaus. Abdisasis Hassan Khalif, törkeä raiskaus. Alaum, 16-vuotiaan tytön törkeä raiskaus. Ja minun lähteeni eivät ole mitään somejuoruja ja kyselytutkimuksia, vaan oikeuden tuomioita. Kuten myös Kusau Wissam Muhammad Ahmad al-Moddaris, törkeä kotirauhan rikkominen, 77-vuotiaan muistisairaan vanhuksen raiskaus ja varkaus. Elias Mahad Aden, 16-vuotiaan tytön törkeä raiskaus. Mustafa Abdirahman Mohamed, 19-vuotiaan naisen raiskaus. Mohamed Abdirisak Hassan, 19-vuotiaan naisen raiskaus. Ahmed Abdullahi Ahmed, 17-vuotiaan tytön raiskaus. Jitakryaan Garo Akab, 75-vuotiaan miehen tappo. Yhdenvertaisuusvaltuutetun mielestä vähemmistöt ovat Suomessa haavoittuvassa asemassa. Sanat haavoittuva, potentiaalinen haavoittuvuus, erityisesti haavoittuvin asema ja haavoittuva sosioekonominen asema toistuvat kertomuksessa yhteensä yli 100 kertaa. Kuvitelkaa, toista 100 kertaa tämmöistä sanatoistoa. Ja huomatkaa kieliseikka. Yhdenvertaisuusvaltuutetulla on participium presens haavoittuva, mutta äskeisen rikosluetteloni uhrit eivät ole pelkästään potentiaalisesti haavoittuvassa asemassa. He ovat jo tosiasiallisesti haavoitettuja, jopa surmattuja, koska seksuaali- ja väkivaltarikolliset heitä haavoittivat ja surmasivat. Arvoisa puhemies, rasismin vastainen teollisuus haavoittaa todellisuuden tajuamme. Tämä tuskallinen totuus minun oli pakko nyt tuoda julki paitsi kansanedustajana, myös rikoshistorioitsijana. Vaadin yhdenvertaisuusvaltuutetun lakkauttamista. Edustaja Rostila. Истинный фин, он не Ростила, поддержал настрой однопартийца. Arvoisa puhemies, yhdenvertaisuusvaltuutettu on täysin sietämätön viranomainen. Se kuluttaa verovaroja poliittiseen aktivismiin ja tuottaa punavihreää propagandaa. Kyllä. Tämäkin yhdenvertaisuusvaltuutetun kertomus vilisee vasemmistolaista uuskieltä. Vihapuhe, antirasismi, rodullistetut, positiivinen erityiskohtelu, sateenkaari-ihmiset, rakenteellinen rasismi, antigender-liike. Sama levy soi kuin täällä vasemmalla laidalla. Tämähän on täysi farssi. Miksi ihmeessä minun äänestäjäni maksavat tällaisesta ryönästä? Arvoisa puhemies, tämä ei ole mitään viranomaistyötä, tämä on myyrän työtä. Yhdenvertaisuusvaltuutetun virka pitää lakkauttaa. Истинные финны проявили большую активность и эмоциональность в обсуждении. Они обвиняли омбудсмена в политическом активизме и в продвижении левой идеологии на государственные средства. Подчеркивали, что требования омбудсмена открыть границу играют на руку интересам сопредельного государства в рамках гибридного давления. Предложили ликвидировать ведомство омбудсмена или в целях экономии объединить его с другими структурами. Бюджет омбудсмена составляет около 3 миллионов евро. Истинные финны заметили, что в докладе почти не упоминается о мужчинах, что мужчины страдают от насилия и проблем, но это игнорируется. С другой стороны баррикад выступили зеленые и социал-демократы. Они обращали внимание, что атаки на омбудсмена угрожают демократическим устоям и правовому государству. Отметили, что критика сосредоточена только на вопросе границ, тогда как 280-страничный отчет охватывает важнейшие сферы – дискриминацию инвалидов, возрастную дискриминацию в трудовой сфере, насилие в семьях. Дебаты в парламенте завершились, и теперь темы будут подробнее разбирать профильные комиссии. Нет сомнений, что Финляндия находится в состоянии правового клинча. Международные соглашения требуют открытых дверей для просителей убежища, в то время как национальная стратегия безопасности Финляндии требует их полной герметизации. Институт омбудсмена перестал быть просто техническим ведомством и стал крайне политизированным игроком. При нынешнем раскладе сил его финансирование может оказаться под вопросом. Учитывая жесткую позицию большинства в парламенте, рекомендации омбудсмена по открытию пунктов пропуска на восточной границе вряд ли будут услышаны в обозримом будущем. Парламентская дискуссия подтверждает, что
В 2026 году вопросы безопасности в Финляндии окончательно приобрели приоритет над универсальными правами человека в их традиционном понимании. И это не предвещает нам ничего хорошего. Старый мир правил и конвенций трещит по швам под давлением новой реальности. Что вы думаете по этому поводу? Пишите в комментариях. А я прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!